Доброго всем дня! Сегодня у нас 8 октября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас очень похолодало, были дожди всю ночь и весь вчерашний вечер. Но сегодня передавали, что будет дождь, но дождь вылил, видно, все, что нужно ночью. И сейчас отличная погода. Ну как отличная? Холодно, но без осадков. Поэтому мы идем на барахолку. Всем привет. Еще хотела бы сказать то, что вы меня вчера просто убили своими комментариями и открыли мне глаза, удивили. Но я, честно говоря, у меня перевернулось сознание. Мой мир не сможет остаться прежним. Я не знала, и Ромас этого не знал. А о чем речь? Когда вчера, кто смотрел мой вечерний ролик, который вышел во второй половине дня, я говорила, отвечала на вопрос, есть ли у нас горячая вода, горячее водоснабжение, в смысле, что не в бойлере, не в газовой колонке, а если у нас централизованное горячее водоснабжение, то я с такой гордой уверенностью заявила, да во всей Украине это есть, кроме сел. И что стали писать вы? Сколько мне написала? С разных городов. В Одессе нет уже 20 лет. 15 лет люди писали. В Днепре вообще нет централизованного отопления. Девушка пишет, мы не село, я из Днепра. Централизованное отопление нет 15 лет. Кто-то писал с других городов нет 20 лет. В общем, какие мои выводы? Кроме маленького процента домов в Киеве и, наверное, 20% или 30% домов в Харькове централизованного отопления больше нет нигде. У меня возникает вопрос, идем потихоньку, как такое вообще могло случиться, если... Вот я хочу сказать, вот смотри, вот у нас квартира в доме 1954 года. И изначально построили этот дом в 1954 году. Там было централизованное горячее водоснабжение. Как такое могло случиться сейчас, что в городах, в которых с 50-х, 60-х годов, еще со времен Советского Союза, было централизованное горячее водоснабжение, и теперь его вдруг не стало еще 15 лет назад? Мы деградируем? А почему так случилось? Неужели дешевле за бойлер очень большой счет приходит? Очень. Мне кажется, это дороже, чем платить за горячую воду. Гораздо дороже. Потому что потом за свет приходит сумасшедший счет. Поэтому, наверное, То есть это невыгодно, да? Конечно. Лучше мы будем платить за свет. Так выгоднее. Чем больше выкачивают лавы, тем лучше. Ну, честно говоря, мой мир никогда не будет прежним. Я просто осознала то, что это как вообще может такое быть, если раньше у людей была горячая вода, а потом, то есть за эти 15-20 лет не стало того, что было, люди не в состоянии поддерживать эти трубы, котельные, да? Да. Я не знала этого, Будем правда. Надеяться, после войны все восстановится. Роман говорит, после войны все восстановится. Будем надеяться. Но ведь и до войны, это же далеко, еще до 2014 года уже не стало горячей воды. Я знаю, да. Причем я Днепр... уже узнал, точнее. Да, у нас вчера был шок. Вот Днепр, мы вчера обсуждали с Ромазом. У них же течет река Днепр. Как у них может не быть? Они же не в пустыне где-то живут. В чем проблема сделать? Тем более оно всю жизнь было, там это горячее водоснабжение. На протяжении полувека как минимум. Да я не знаю. Кому-то это было значительно нужно, да, Ну, в общем, вы перевернули мое сознание с ног на голову. Я вчера полвечера как кукушонок просидела, вот это, знаете, такой. Я смотрю, говорю... Это было не от того, что думала она там сочинить, обмануть кого-то. Она действительно просто не знала этого. И я тоже, кстати, не знал. Ну, мы как бы живя в Харькове всю жизнь, мы думали, что так у всех. Да. И более того, я вам скажу, проживя всю жизнь в Харькове, я думала, что в других местах, вот еще в детстве, я думала, ну, у нас же вот так, а там, где нас нету, там еще лучше. Ну да. А сейчас вообще я понимаю, что, наверное, все-таки Харьков самый лучший город на земле. Сказать, я думаю, началась война, приношу свои соболезнования
всем семьям погибших. А в Израиле Это ужас, большая, да. конечно, беда пришла в их дом. Ну, Я вам сегодня подобавляю видео в шортс, не пропустите. Сегодня, может быть, завтра. очень. Видео, когда мы были в Израиле, и мы посетили все святые места, и крестились в реке Иордан, и были в Иерусалиме, и в Я не хочу Вифлееме, даже думать, и что в Тель-Авиве. там И может теперь нам быть. страшно, да, представить, что, не дай бог, это все будет разрушено, эти уникальные, Конечно, здания, храмы, да. уникальные места, которые, ну, это вообще будет невосполнимая Дома, потеря для всего, Дома, которым по для 1000 всех лет. православных христиан. Там простые дома Да, да. простых людей по 1000 лет стоят. В общем, мы вчера Всё это может быть пересматривали уничтожено. свои видео, вот эти вот архивные, Это- когда мы там были. Ну, это чепуха И было с очень жизнями грустно. людей, конечно, но все равно, конечно, это было место, историческое Ну да. место, город Да. и Иерусалим, это Да. вообще Давай о чем-то средоточие, да, положительном. Я хочу еще сказать, всех завершить святынь, это видео на такой вот. всех конфессий. Я вчера смотрела видео вечером. Все будет хорошо. Сейчас Рамазу расскажу, он не Все знает. будет хорошо. Я вчера смотрела видео о балерине Улановой. Да. Вечером перед сном. Ну вот так вот мне попалось, я о ней много когда-то читала, но вот здесь что меня поразило, что она незадолго до своей смерти сожгла весь свой архив. Представляешь, Рамаз? Все свои письма, Это дневники потеря, у нее действительно. были, фотографии, она взяла и все сожгла. Я когда услышал, конечно, я То обалдел. есть мы, то есть мы люди, которые занимаемся, да, старыми антикварными вещами и поиском архива. И в том поиском числе. архивов. Да. Рамаз очень любит архивы. Да. Нам несколько раз попадались архивы выдающихся людей. Мне даже сложно представить, И- что было в архиве Улановой. Да, но Кого она знала, с кем она не общалась. захотела, чтобы мир узнал ее тайны жизни. Ну, хотя это очень плохо, очень. Потому что Нет, чисто по-человечески я могу ее понять. Но она должна была думать не как простой человек. Потому что она не была простым человеком. ну да, Я это думаю, что она должна была Она, гораздо шире считается мыслить. она считается балерина, которую признал весь мир. Бесспорно. То есть не было ни одной, наверное, страны, где кто, по крайней мере, интересуется балетом, Ну да. кто не слышал о ней, не видел ее Конечно, выступления. кто не восхищался Да, ее талантом, да. это все понятно. Ну как же, вот этот вот, я когда услышала, что все было уничтожено, это, конечно... Да, я прозрел, конечно. Это было для меня шокирующей новостью. Причем она из семьи балетных, у нее и мама, Мать и папа отец, да, танцевали в балете еще в империи. да. А ее отдали, она не хотела, она брыкалась, не хотела вообще заниматься балетом, но тем не менее они настояли, были жесткие и Да, и вот что значит. да, и вот добилась, Как да. сейчас же говорят, что Надо- дети, дети Да, нельзя надо там слушать напрягать, да. детей, не напрягать их. И что вы потеряли? Мы, да, вообще весь мир. Если бы Потерял бы, если родители бы ее послушали, что послушали, балет это да. не ее. Она вообще категорически не хотела танцевать, просто Да. категорически. Ее мама там заставляла, у них было кресло такое, старое немецкое кресло. Сейчас оно до сих пор в музее, Ну, в видимо. квартире Улановой. В общем, она говорила, что это кресло пыток. Мама заставляла ее на вот эти вот, знаешь, Да. подлокотники на А у шпагат нас сейчас садиться. детям разрешают менять пол. Ну это вообще уму Мама непостижимо. сказала, у нас детям разрешают менять пол. Ну, маразм. уже Ну да. полный. Здесь вот родители решили, были настойчивы, и их мечта осуществилась. Их дочь стала Благодаря самой этому, известной балериной на всей планете Земля. да. Ну, вот так вот, вот такие вот. Но за архив я, честно говоря, расстроилась вообще. Легла с такой мыслью, сколько мы Она потеряли. могла бы рассказать. Так там вообще, дневников да, у нее узнать, было да. очень много, она всю жизнь вела дневники. Столько вещей. Ну, представь себе, родиться Таких еще в вещей, империи, да, и с такими родителями, Да. тоже, которые танцевали балет еще тогда, и умереть уже в наши дни. Дело Это- в другом. Дело в том, что ее знали во всем мире, и она Ну была да. знакома с первыми лицами государств. Ну вот и не Разных захотела, государств. чтобы их тайны кто-то узнал.
унесла с собой в могилу их тайны. Это да. Ладно. Не забывайте поставить видео лайк, подписаться на канал. Кто еще не подписался, Идем на барахолку. мы на барахолку идем. Дай бог, чтобы мы сегодня нашли какой-нибудь архив какого-нибудь уникального человека. Я в чудеса верю. Я тоже. Мы верим в чудеса, и они с нами случаются. Любой день может стать праздничным, скажем так. Ну, Даже в такой ситуации, как у нас. праздничным он не станет Ну, на я фоне понимаю, всего ну, я образно происходящего. выразился, ничего. Но настроение подымет. Да. Праздничным он станет, когда Когда закончится мир война. будет, это понятно. Но не нужно цепляться к словам. Ты понимаешь, о чем я Хорошо. говорю. Идем на В барахолку. любой ситуации нужно видеть хорошее, Позитив, доброе. да? Об этом и канал. И оставаться человеком не забывайте. Да. Сегодня людей мало. Но интересные вещи есть. Конаково. Ясим. Какое красивое украшение. Шкатулочка. Реликварий. Олимпийский вишка. 3 рубля 60 копеек. Дракошка. Мельхиорчик. Помните такие неваляшки? Сколько часов с кукушками. И разные все. Ой. Это я. Это не с Израиля. Несанкционированная съемка. Что там? Что у них там? Наших друзей. Месть кровавая такая, что там же вроде бы русов за свой флаг, там у них Шевченко. вот это пошла по всему миру. Теперь это Так, я уже пришла, как вы можете видеть. Не сильно много сегодня продавцов, покупателей. Все-таки дождливая вчерашняя ночная и вечерняя погода всех напугала. Но ничего страшного. Это не такая уж беда. Все равно попробую поработать сегодня, потому что жить-то как-то нужно дальше. Жизнь продолжается. Нужно двигаться дальше, зарабатывать и как-то жить. Друзья, всем хорошего, мирного, тихого дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.